Сегодняшняя история о человеке, у которого оба сына с начала войны служат в Газе. Лев Клоц, известный продюсер и писатель. «Отец солдата». Так мы назвали наш фильм, и мы хотим узнать, как живут и что чувствуют родители, у которых дети вот уже 2 года находятся на войне. Меня зовут Лев Клоц, продюсер, промоутер, публицист, автор рассказов и сценариев. Мои дети сейчас на передовой с первого дня войны. В чем особенность именно отца солдата? Вот когда скучает мать, когда мать ждет, ночами не спит, я немножечко могу понять, будучи матерью, на данный момент, хоть и не солдата, но парня. А каково оно, это ожидание или это страхи именно отца? Я думаю, что, во-первых, в каждом случае, наверное, это индивидуально, но все же что-то нас вместе держит. То есть у тех, кого дети сейчас на войне, есть огромная разница быть сейчас в армии, что не менее почетно, я все время это подчеркиваю. У тех, кто дети сейчас на войне и принимают участие в боевых действиях, мы даже друг друга как-то даже узнаем, я не знаю как. Нас что-то объединяет. Я даже специально не хотел задумываться на эту тему, но что-то в этом есть. Отец солдат. Дело в том, что Израиль, история такая, это именно специфическая израильская. Но, во-первых, здесь и мама, и папы служили в общей в своей массе. То есть мама любая, она прекрасно понимает, что такое армия израильская, ЦАЛ. Не все воевали, но это абсолютно не важно. Переживания, они, ты знаешь, к этому не привыкнешь. Это не переходит в рутину, нет. Это, я знаю различные, кто-то берет вечером, выпивает виски, кто-то принимает какие-то таблетки, чтобы заснуть, кто-то вяжет, как моя жена стала, она вяжет, сутками вяжет. Надо себя успокоить и надо себя каким-то образом держать в форме. То есть это команда. То есть дети там, ты тут, ты изображаешь безудержное веселье, когда они наконец-то позвонят. Потому что вся наша жизнь это телефон. И ты спишь с телефоном, живешь с телефоном, ты ждешь от звонка. То есть вот тебе позвонили вечером, оба сказали, они же... Весь разговор состоит из 3-5 слов. Все нормально, все отлично, как ты себя чувствуешь, все отлично. Сказать, где ты, нельзя, сказать, чем ты занимаешься, нельзя. Ну, я примерно так предполагаю, кто где мы там, у нас есть свои коды. Там южнее, восточнее, у нас есть там свои, я примерно это понимаю. Закончился разговор, и все. И до завтра ты опять сходишь, это по кругу все идет. И вот ты этим живешь. Ты живешь, занимаешься своими делами утром, днем, вечером, и опять ждешь этого звонка. Причем он может раздаться в любой момент. Им там не очень понятно наш распорядок, поэтому они считают, что как кого-то получилось позвонить, вот он звонит. Насколько я знаю, они служат практически вместе. Ну, они, да, в разных войсках. Это вот сейчас, да, это сейчас. А у меня старший сын, он призвался в 21 году, отслужил свои 3 года. Ну, конечно, мы это не так планировали. Мы планировали, что он закончит службу, он служил достаточно тяжело, танкистом. И вот за месяц до его дембеля началась война. И я все время пытаюсь это юмором каким-то, себя что ли веселю. Он получил такую смс-ку в танке, что спасибо за службу, армия тебя благодарит. Все. И через 5 минут прошла это, ты призван на Милуим. И вот с тех пор он мотыляется, то есть считай уже это, я не знаю, это 5-й год, 4-й год, мы уже перестали считать. С какими-то выходами домой, да, и с какими-то... Посттравма, естественно, он служит с посттравмой, мы это уже знаем у старшего. У младшего она тоже есть, мы просто этого пока не знаем. То есть он пока, он такой смешной, он ребенок. Он призвался во время войны, у него был очень короткий курс молодого бойца, очень короткий курс профессиональный. И сразу в Ливан, потом в Азу. Вот в Азе они вместе, да, он мне даже позвонил как-то, не знаю, месяца 1,5 назад, он говорит, я его вижу. Ну, потому что тот милуимник, это срочник, и он говорит, папа, я его вижу в прицел 750 метров от меня. Это было так, скажем так, трогательно, если бы не было так грустно. Но ты не можешь этого показывать, что тебе грустно, у тебя все хорошо, все нормально. У нас вообще не может быть дома проблем. То есть все проблемы у них.
И это нормально. Мы как бы стараемся уберечь их, насколько это возможно. Приходят они, конечно, убитые, если когда их выпускают плохо, тех, кто воюет. Ну, что людей не хватает. Это отдельный вопрос, почему их не хватает. Ну, я привык, ты знаешь, я не маленький человек, нет. Я просто не вижу себя. Меня пугают люди, которые начинают решать глобальные проблемы. Вплоть от, что должен делать глава правительства, что должен делать начальник генерального штаба. Они с дивана двигают полки, дивизию, бросают их в бой. Они все знают. Я не знаю все. Я не знаю. У меня сын служит точно в таком же подразделении, в котором я служил, только с другим номером, ну, в соседнем. Прошло много лет. И вот он со мной начинает разговаривать на эти профессиональные темы, я не понимаю, о чем он говорит. Это совершенно другая армия, совершенно другие технологии, совершенно все другое. Мы служили очень, это было все примитивно во второй Ливанской. Сейчас это другой мир. Ну и другие задачи, соответственно. Помогает ли то, что ты прошел Ливан? Ты был в Ливане, ты был ранен и был, насколько я знаю, списан со службы. Да, я был списан. Да. И помогает ли прохождение войны и вот этот опыт сейчас нынешнего восприятия того, что там пацаны у тебя находятся? Один же вообще просто другой службы даже не знает, кроме как Да войны. не особо это помогает, и ты превращаешься дома в... Это одна из причин, по которой я пошел. Неожиданно для себя достаточно легко, я не думал, что так просто. Ну, может, повезло. И связи, опять же, какие-то остались. Я разморозил себе свой птор и пошел в 96-ю дивизию Давид. Вот здесь вот отсюда, на границе с Толькармом, есть дивизия. Я стал джобником, я больше не лохем, не боец, как я был когда-то. Но я помогаю тем, что я приезжаю там несколько раз в неделю, сменяю ребят, которые могут пойти вместо вот, просто домой. Я сижу там смешно, но я сижу на складе, как сторожевая собака, охраняю этот склад. Иногда вместе с собакой, собаку мою знает весь интернет, ее зовут Бублик. Ну, это как-то, видимо, пугает врагов. Бублик тоже идет на службу. Да, это, видимо, как-то даже пугает, наверное, скорее всего, врагов, мое присутствие там. Но, во всяком случае, люди могут выйти. Это уже какая-то помощь. Понимание я все равно, такой войны в Израиле не было, во-первых. Ее не было. Даже война судного дня, я разговаривал с очевидцами и участниками. Они еще живы, ведь здесь у нас в Мошаве есть, живут старички, но они все помнят, они принимали в этом участие. Более того, совсем другая война. Это война за существование. Ее неправильно назвали. Смешно говорить, это никакого значения не имеет, что я думаю по этому поводу. Но там колесницы Гидеона называют, это не важно. Это война за существование. Мальхемет Акиюм. Это война за существование нашей страны. Вот. Печально смотреть, что для многих, как только в центре перестали падать ракеты, для многих война, собственно, она и кончилась. И мы сразу откатываемся назад, когда люди, которые жили на крайнем севере, вот как ты, или на крайнем юге, как остальные, они жили так 15-20 лет. И в центре это особо никого не интересовало. И вот сейчас наступил момент, и еще больше меня печалит, я с этого никогда не сойду, что люди даже, к сожалению, не понимают, кому они этим обязаны. И что для этого сделано, когда я читаю в социальных сетях, а что ЦАЛ делает 2 года, ЦАЛ, что они, собственно говоря, чем они занимаются, что такое оккупировать, и там, вот они, это большинство этих людей не служили никогда в армии, либо служили джобниками, и они даже не понимают, какие огромные задачи уже позади, о которых мы мечтать даже не могли, это Сирия, это Ливан, я даже мечтать не мог, мы так боялись столкновения с сирийской армией, потому что это армия. Это огромная армия, больше, чем израильская, с танками, с самолетами, и вот ее нет. И мальчики наши, когда прошли от сирийской границы, ночью получили команду вперед, и они пошли, и идет 35-й километр, и они едут по Сирии на танках, о чем мечтать не мог израильский народ. И Голаны за нами, и они наши, и больше им ничего не угрожает, и мы пока оттуда никуда не собираемся уходить, собственно. Мы разве могли об этом мечтать? Да, за это заплачена очень большая, тяжелая цена, но она уже заплачена. Израиль начал эту войну в очень большом минусе, скажем так. И мы пока еще даже не вышли на ноль. Не возвращены заложники. Как только вернутся заложники, мы встанем на ноль. И вот тогда я хочу посмотреть. Я хотела бы поговорить с тобой о деятельности твоей. Я знаю тебя очень много лет, как продюсера.
и твоя деятельность кардинально поменялась, но она все-таки связана с нашей нынешней войной. Ты пишешь рассказы, ты ездишь по стране, гастролируешь. Эти рассказы, они о войне, они о боли, они о солдатах. Не только, конечно, но этой темы много в твоих рассказах. А как поменялась твоя деятельность? Вообще, чем ты занимаешься после 7 октября в основном? Ведь продюсерской деятельности сейчас нет. Ну, во-первых, она есть. Я лично не считаю возможным для себя, хотя опять продюсер это достаточно циничная работа и достаточно такая, да, я циник по жизни, но у меня какие-то свои границы, и я посчитал невозможным для себя заниматься развлекательной деятельностью. А я занимался и более 20 лет с женой, и мы достаточно удачно это делали. Но я считаю неэтичным для себя делать развлекательные мероприятия в то время, как наши солдаты и офицеры, а с ними вместе и семьи, и это огромное количество народу, гибнут, становятся калеками. Я считаю это неэтичным. Это мое личное мнение. Но опять же, я привык, что между словами и действиями есть равенство. Вот у меня оно есть. Я так считаю, и я так и делаю. Требовать от кого-то другого я этого не собираюсь. Это личное дело каждого. Закончится война, будем говорить. То же самое с моей литературной деятельностью. Я очень много выступаю по стране. Отдаю все, что я зарабатываю, и книгами, то, что покупают мои книги, и за выступление гонорар. Мы все отдаем на ЦАЛь, мы покупаем и развозим, и принимаем от людей их вклады. И это отдельная история, которую я могу рассказать бесконечно, которая тоже меня в чем-то... Ты всю жизнь учишься. Я никогда не думал, что... Мне казалось, что богатым... Как бы есть градация. Богатому человеку дать какую-то сумму, ну, достаточно легко ведь. Больше для него это и не сумма. А нет. Я сталкивался с людьми, которые меня приглашали. Они уже не могут прийти домой, они уже не спускаются по лестнице. Заедьте, пожалуйста, вот мы приготовили для солдат. Я приезжаю, там сумма, я говорю, слушайте, пожалуйста, мы вас просим, возьмите, пожалуйста. Мы ехали, покупали, это была дикая зима, холодная. Мы закупали теплое белье, все. Ведь солдату надо не так много, это минимально. Те, кто воюет, это курево, вне всякого сомнения. Это нижнее белье обязательно, потому что помыться негде, все это знают. Опять же, появились сухие души американские, замечательная штука. Вот эти вот вещи, которые минимальны, пауэрбанки, потому что в основном нет электричества. Это сейчас, кто в газе, у них появились там какие-то генераторы. Не было этого всего. Заряжать телефоны. Минимальные вещи, которые помогают солдату, ну как-то хоть найти себя. Потому что я уже не говорю про моральную сторону дела. Люди, конечно, очень устали морально. Солдаты, офицеры, солдаты, они очень устали. И когда я говорю солдаты, это и мальчики, и девочки. Я знаю очень много девочек, которые шуруют внутри азы. И это не значит, что они бегают с автоматом на врага. Нет, но они оказывают такую, прям вот неоценимую, делают, это не услуга, нет ни в коем случае, делают такую неоценимую работу девчонки. Таскаясь там на этих тяжелых джипах, возят солдат, привозят им то, что надо, и боезапас. И рискуют, слушай, это... Ведь многие люди даже не представляют, что такое сектор газа. Они думают, что это что-то ну, такое между Рамлей и Яффу. Что-то вот они там видели наших двоюродных братьев. И они думают, что это вот так. Это огромная территория, где из каждой дырки торчит хамасник. И могут убить тебя каждые 2 секунды. Это очень такая тяжелая история. Поэтому многие вопросы у меня, ты спросила, помогает ли мне то, что я сам? Ну да, потому что я понимаю, насколько это сложно. Я понимаю, насколько это сложно. Мне хотелось бы, чтобы ты развернул вот эту тему твоего хэштега жесткого и острого «Мы не танцуем во время войны». Но люди... Что это для тебя значит? Для меня это, знаете, это такая очень общая фраза «танцуем». Причем есть танцы, собственно говоря. Конечно. Люди, которые для себя взяли смелость почему-то, для меня до сих пор непонятной причине. Ты же знаешь, откуда эти слова. Эти слова после страшного теракта детей в дельфинариуме. И когда они говорили, их родственники, их друзья, которые остались живы, мы не перестанем танцевать,
это очень уважаемо, и это принимается, и я, наоборот, это приветствую. Но откуда-то появились люди, которые никакого отношения к этому не имеют, и, ну, как говорится, сели на хвост, я не знаю, как это выразить, да, сели на хвост и оправдывают тем самым свое вот это вот, ой, ну тут можно много эпитетов, бессердечие, свой эгоизм. Но не может человек жить без того, чтобы не развлекаться, даже в такие дни. При этом, как только ему лично угрожала опасность, он бегал в бомбоубежище. Но как только перестала угрожать ему опасность в Тель-Авиве, в Рамадгане, в Петах-Тыкве, он тут же забыл, что идет война. И все дружно поехали. Бен-Гурион переполнен. Я не знаю, как может человек взять, например, у тебя ребенок в Газе или в Ливане или в Сирии, а ты берешь там путевку с женой или с мужем и летишь, например, в Барселону. Ну, наверное, есть какое-то, наверное же, есть какое-то это объяснение. Я думал раньше, может быть, я лично так повернут, зациклен, заклинен на этом. Но говоришь с любыми людьми, даже незнакомыми себя, они чувствуют то же самое. Она говорит, не, я есть не могу, я спать не могу, я жить не могу. Как-то мой мальчик или моя девочка. Вот это мне понятно. Ведь когда убивают солдата, убивают не солдата, убивают всю его семью. Не желаю никому с этим столкнуться, но мама, папа, братья, сестры, невеста, жена, будущие дети, это все в одной пуле или в одном минном устройстве. С одной стороны, я рад, что люди не сталкивались с этим. Ну, не сталкивались и не надо. Это как отказники, которые из-за каких-то там великих принципов, вот пока верующие не пойдут в армию, а я тоже не пойду, и мои дети тоже не пойдут. Ну, ведь понятно, что кто-то все равно пойдет. Ну как, что значит, все равно пойдет? Пошли. И значит, кто-то будет воевать вместо тебя, значит, кто-то будет умирать вместо тебя, становиться калекой. Тебе это не мешает лично. Ну ладно. О чем мне после этого говорить с таким человеком? Пусть живет дальше со своими принципами. Я не говорю про тех, кто... Это для меня высшая категория цинизма. Я знаю таких людей, которые себе, как только началась вот вся эта история, они пошли, накупали себе квартир в Греции, в Батуми, в Грузии, в Болгарии. На всякий случай. Ну а вдруг? Ну а вдруг? Ну, о чем мне говорить с такими людьми? Как твоя позиция по поводу отъезда из страны? Когда-нибудь было ли это? Нет, у меня есть полная возможность, я даже про это писал. У меня мама родилась в 1938 году в Вильно. Это была Польша. То есть я это проверял в посольстве, не просто так. 1500 евро я имею европаспорт. 2-3 месяца ожидания я имею. Мои дети, соответственно. Даже мне даже лень сходить второй раз. Мне это не нужно. Мне это просто не нужно. И если, например, гражданство Литвы, ты должен отказаться от израильского, то там в Польше не надо отказаться. Пожалуйста. Мне даже это в голову не... Я израильтянин. Я еврей и израильтянин. И, к слову, если можно, я затрону эту тему, потому что откуда вообще у детей возникает в голове вот эта история с боевыми частями и все. Это вообще все приходит из дома. Любые вещи. Все дети рождаются одинаковыми, милыми малышами, классными. Хамудин. Но потом один становится подонком и убийцей, а второй становится замечательным ребенком, замечательным парнем, мужчиной. У меня даже этого вопроса не возникало. И почему у меня дети абсолютно разные. Один, например, он такой вот, как я, вот он такой философ. Он говорит, я для себя решил, если все-таки идти служить, вот это я помню, 18 лет, это который с 21 года служит. Тогда я пойду в боевые, а что, зря-то. И все, и пошел, и служит. И он, я не могу сказать, он не получает удовольствия от этого. Он воспринимает это как такой вот, вот это то, что я могу дать стране. Все. Младший, пока еще мальчишка, он такой, это очень смешно, но он еще мальчишка, ему 20 лет, он еще мальчик. Мама может быть такими останется, что тоже здорово. Есть такие люди, он действительно солнечный парень. Они у меня абсолютно разные, один такой вот на меня очень похож, а второй такой, я когда с ним с маленьким с коляской ездил, он такой на шведа похож очень. Мне мамы подходили израильские, говорили, где ты его усыновил, где вы взяли такого ребенка? Он абсолютный блондин с голубыми глазами, красавец. А выросли они оба, они огромные, больше, чем я.
Я когда был момент, когда нужно было, мы очень много работали с армейской обувью. Ну, то есть, где могли, всем обувь. А у меня, я своих спросил как-то даже в самом конце. Я говорю, а вам-то что? А это говорит, я на садире, мне срочно, мне нельзя. А старший говорит, ну давай, да, можно, да. Одного 49, у второго 48 с половиной. Пока мы нашли и нашли. Вот. Очень много больших ребят. Девочки тоже там, 39, 41, 42, девичьи ноги надо беречь. И люди, говорю еще раз, в этом надо во всем вариться внутри. И тогда ты понимаешь, насколько Ам Исраэль хай, и насколько это все. Я же понимаю, что все вот эти фразы, мы не танцуем во время войны, Ам Исраэль хай, мы победим, она не раздражает некоторых людей, потому что они считают это все лозунгами и пафосом. А для нас это нормально. Патриотизм. Меня чуть ли не патриотизм. А, так ты патриот. Вот так мне писали-то. Ну да, я патриот. Это мой единственный дом. За мной море. Ехать я никуда. Мне некуда и не хочу. Ну да, я патриот. Ну что в этом плохого? Я, наконец, с гордостью могу сказать, не как в Советском Союзе фальшиво. Там помнишь все эти... Я искренне, я патриот, я сионист. Я понимаю, что на сегодняшний день пришел момент, когда или мы их, или они нас. А что там такого? Так это правда. Как, не помню, кто-то Булгаков сказал, правду говорить легко и приятно. Не помню, кто сказал, но это не важно. Правду говорить легко и приятно, это правда. Мы прекрасно с тобой знаем, и я, и ты, что здесь сидит какое-то количество людей, которые по ошибке здесь, случайно тут. А пересидельцы, ну, это оно само, как грязь сама отваливается, если даже не мыться полгода. Поэтому я не вступаю с ними даже ни в какие дискуссии. Меня приглашали несколько раз. Один раз я сходил, поговорил с одним человеком, у него был один аргумент. Я когда приехал, я через 2 месяца налогами вернул всю вот эту корзину абсорбции. Вот это единственный аргумент. Ну и что? А жизнь солдат ты тоже можешь вернуть? Ты молодой парень, тебе 30 лет. Ты почему не в армии сейчас? А? Где ты ездил? Где ты был, парень? Налоги, вернул. Но есть люди, которые все пересчитывают на деньги. Да, у них вот эта цена на помидоры, это главный аргумент, почему нельзя жить в Израиле. Цена на автомобили, налоги. А я плачу налоги. А почему армия не побежит? Почему армия до сих пор не заняла Хан Юнис? Я ведь плачу налоги. Ну, о чем можно говорить с такими людьми? Просто проходишь мимо и идешь дальше, и занимаешься своим делом. И поэтому я с удовольствием, вот у меня куда, я готов выступать, я выступал, и у меня мой макси-рекорд, это было, по-моему, человек 600. Это неимоверно сложно выступать с печатным словом. У меня нет балета, нет музыки, нету ничего. И я не Михаил Михайлович Жванецкий, давай говорить откровенно. И это было сложно. А самый мой минимум был, я выступал перед 6. И что? Это был один из лучших моих вечеров. Я даже не стоял, я просто сел и читал им. Я не получил такое удовольствие. Поэтому, и опять же, сколько бы ни собралось, 6 человек, 26, 226, это все идет армии. Давай почитаем. Хочешь, пожалуйста? А скажи мне, перед тем, как ты начнешь читать, мне интересно, чем являются для тебя твои рассказы? Это какая-то своего рода терапия? Или это какой-то способ, может быть, общения с сыновьями своими? Знаешь, для тебя это замечательный вопрос, который я задавал себе раз 200. Я не вру, правда. И я боюсь ответа. Я не знаю. Мне настолько тяжело писать и выступать. Ну да, у меня есть смешные даже рассказы. Но вот эти все вещи, которые я проживаю я клянусь. Поэтому, когда какой-нибудь уродец, он наверняка будет это смотреть, называет это байками или там графоманством, он не представляет себе, каких моральных сил для меня стоит написать это или потом прочесть со сцены. Мне действительно это сложно. Правда, у меня единственное, я с 11 лет никогда не плакал. Я не знаю, это какая-то природная история или не знаю, что это, психология. Надо спросить, кстати, у психолога, к которому я хожу регулярно. Но вот это единственное, что меня спасает, что у меня встает комок в горле, начинает голос дрожать. Ну, потому что я каждый раз это проживаю. И терапия, наверное, я без этого не могу. Вот ты знаешь, как говорил Жванецкий, писать, как и писать. Надо, когда не можешь терпеть.
Ну, вот я еду с какой-то вечер отработал, вот я еду, я чувствую себя, ну, если можно сказать, в данной конкретной ситуации счастливым. Да, я счастлив. Во-первых, я везу с собой деньги для солдат. Во-вторых, я смог поддержать, и мне об этом и пишут в социальных сетях, и говорят это, и обнимают меня, и целуют меня, и говорят. Ну, это такие вещи милые. Там вот одна женщина, совсем недавно был где-то концерт, я уж не помню где, она на инвалидном кресле. Приехала на концерт. И говорит, можно с вами сфотографироваться? Я говорю, конечно, что за вопрос. И вот мы сфотографировались. А когда начали фотографироваться, она говорит, я лучше получаюсь на МРТ или Сити. Я так начал смеяться. Это какой силы воли, духа должен быть человек. И она мне так вот абсолютно без улыбки. Я стою над ней, так она говорит, а вы знаете, что я лучше всего я получаюсь на МРТ или на Сити? Я говорю, можно я вас заберу? Я читаю на концерт. Вот. И вот эти все эмоции, их ты везешь, я даже еду очень медленно, серьезно. Я не лихач, в принципе, но я боюсь это все не довести до дома. Вот мне это важно, правда. И я считаю себя, во-первых, успешным автором, потому что у меня идут 2 спектакля по моим рассказам. И будет 3, я надеюсь. Вот. И я считаю себя, не могу сказать хорошим артистом, я вообще не артист. Ну, я беру другим, я беру искренностью, я правда это честно говорю. Там, где артист нажимает на какие-то струнки, и только ему известно, у меня их нету. Я беру искренностью, я действительно искренен. И я стараюсь очень. А тому человеку, который старается, неважно, чем бы он ни занимался, токарь он или таксист, или он считается сценой, или поет, или танцует, если он старается, ему уже, как говорится, честь и слава. Надеюсь, что ответил. Давай почитаем. Ну, я взял рассказ, он достаточно старый, но он действительно посвящается моим детям. Знаешь что, моим детям, всем детям, вот всем детям, о которых мы сейчас говорили, каждому, и их родителям. Называется он $2 миллиона. Каждый вечер я становлюсь богаче на $2 миллиона. Или евро. Сумма огромная. И это не так уж важно по отношению к курсу. Вы спросите, как? Я вижу, как удивленно поползли брови вверх у читающего эти строки. Да просто. Все очень просто. Каждый вечер мне звонят мои дети. Если могут. Где бы они ни находились. Чем бы они ни занимались. Они звонят. Мы не любим говорить по телефону. И в этом, не только в этом, мы очень похожи друг с другом. Каждый их звонок для меня стоит $1 миллион. Вот такой у меня эквивалент. Мой эквивалент. Я знаю множество коллег, соседей, друзей, знакомых, которые просто не поймут этого. Вот просто не поймут. Ну как это? А моя таблица приоритетов именно такая. Я счастлив от этого. И стоит это ровно столько. Сколько же я знаю народу лично, что испытывают практически оргазм, заходя, например, на собственный счет банковский и видят там цифры, количество ноликов. Жизнь удалась. Говорит, смотри, какой дом, смотри, поменял квартиру, другая машина, последняя модель, часы. Видал, какие часы я купил в Берне? Были в Париже, такой шопинг. А дети, что дети? Да нормально, взрослые. Ты видишь, какие часы? Ты обратил внимание, какие сиськи сделала моя жена? Знаешь, сколько стоило? А дети что? Да в порядке дети. Говорил с ними на прошлой неделе. Денег просили. Перевел. Куда им столько? Только тратят. Мне становится все равно. Вообще не важно. Я выключаю слух, когда общаюсь с такого рода людьми. Их много. Не уверен, что вы знаете, насколько их много. Очень много. Убогие, несчастные. Обманывают себя. Сидя в своем пентхаузе. Боятся задать вопрос самому себе. Какой? А не просрал ли я жизнь? В погоне ни туда, ни за тем. Вам за звонок надо платить. Мне нет. И вот это чувство, его нельзя купить за все золото мира, что женщина с тобой в постели стонет искренне, а не за браслет или за тачку, которую ты ей обещал. А ведь это твоя жена. Зачем ты врешь самому себе, а? Дети, которые спрашивают, как ты себя чувствуешь, и не дожидаются ответа, растят таких же, циничных, жестоких и не помнящих добра и милосердия. Я далеко не пример для других, вообще нет. Мой жизненный путь был и остается совсем непростым, как и у вас, всех. И идти, продирая сквозь джунгли, разрубая уже затупленные мачете деревья, очень сложно, трудно. Но у меня за спиной идут те, кто меня никогда не бросит. Они меня любят. Просто так. Они меня любили, когда я их возил на Мерседесе в школу, и когда мне нечего было им дать на завтрак. Проверено. Я не идеализирую своих детей. Обыкновенные пацаны. Теперь мужики. Не хуже и не лучше других. Но то, что выросли настоящие, это подписываюсь. Работящие, старательные, смелые и добрые. Вот последнее качество для современного мужчины очень ценная и большая редкость. Быть добрым – это роскошь для мужчины.
Надо иметь на это право и желание. Хорошие мужья кому-то достанутся. Отвечаю. А мне каждый вечер достается $2 миллиона и 10 минут счастья. Спасибо. Спасибо.